Почему нам постоянно мало? Почему нам нужно постоянно что-то смотреть, скроллить или слушать, чем бы мы ни занимались? Весь день мы постоянно проверяем свои социальные сети и мессенджеры. Мы постоянно слушаем подкасты, пока работаем за своими компьютерами или занимаемся спортом. И даже вечером, когда мы смотрим что-то по телевизору, мы продолжаем параллельно листать ленту Instagram. Это все очень странно. К сожалению, я не могу сказать, что я выше этого. Я тоже постоянно потребляю огромное количество ненужного контента. Причем с каждым годом его количество становится все больше, больше и больше. Самое обидное, что чем больше интересного контента я потребляю, тем меньше меня он прикалывает. Старые боевички из 90-х доставляли существенно больше удовольствия, чем современные суперкачественные фильмы. Контент стал лучше, его стало существенно больше, а удовольствие уменьшилось. Однако это не мешает нам с утра до вечера поглощать его тоннами. Как же так? Как мы оказались в этой ловушке? Почему, например, мы не можем долго наслаждаться тишиной? Через какое-то время нас начинает она беспокоить. Почему нам постоянно нужно что-то слушать, смотреть? Зачем нам постоянно стимулировать свои центры восприятия? Какой в этом смысл? Дело в том, что наша мотивация и поведение настроены на жизнь в мире прошлого, в мире, которого сейчас нет. То, что было хорошо для наших предков, вредит нам сейчас, а то, что хорошо для нас сейчас, повредило бы наших предков. К сожалению, технологическая эволюция идет быстрее, чем биологическая. Это значит, что благодаря новым технологиям наша жизнь уже изменилась, а наши тела и мотивация еще нет. Биологически мы вдруг оказались не готовы к тому миру, в котором сейчас живем. Наши предки выживали в мире дефицита, а мы существуем в мире изобилия. Все наши генетические, биологические, психологические особенности настроены на выживание в мире дефицита. Если вы живете в мире, в котором еда, секс, статус и информация являются важными для выживания дефицитами, то лучшей стратегией выживания является что? Потреблять их без ограничений. Потому что если ты не потребишь, значит потребит кто-то другой. Переизбыток невозможен, потому что это дефицит. И именно поэтому за сотни лет эволюции данная стратегия «потребляй дефицит без ограничения» так надежно прописалась в нашем ДНК. 20 тысяч лет назад человек физически не мог перегрузить себя лишним контентом. Во-первых, информация была в дефиците. Только то, что вам рассказали близкие люди, либо то, что вы увидели своими глазами. А во-вторых, любая информация всегда была релевантной. То, что вы увидели или услышали, всегда прямо или косвенно касалось, либо могло коснуться вашей жизни. Любая информация о людях, событиях, сплетнях, географии всегда была ценным дефицитом. Чем больше у тебя этого дефицита, тем выше твоя выживаемость. Логично, что за сотни тысяч лет в нас развилось страстное желание потреблять новизну без ограничений. Это дело нам очень нравится. И чем больше дают, тем лучше. Любые сплетни, события и рассказы полезны, потому что это связано с вашей жизнью. Да, так было. Однако сейчас ситуация поменялась диаметрально. Потому что, во-первых, информация перестала быть дефицитом. Благодаря таким разговаривающим головам, как моя, количество информации в интернетах удваивается каждые 1,5 года. Но, во-вторых, информация перестала быть релевантной. Потому что лайв-контент о том, как какой-то блогер поел и сходил наоборот, очень слабо влияет на вашу жизнь и на вашу выживаемость. Особенно если этот блогер живет от вас за 1000 километров, и вы его никогда не увидите. Но наша ДНК, психика и мотивация не разбираются в таких тонких нюансах. Если дают, надо жрать. Таковы наши настройки по умолчанию. За эти настройки мы заплатили кровью, жизнями и сотнями тысяч лет эволюции. Их нельзя просто взять и выключить щелчком пальцев. Поэтому мы бесконечно жрем, понтуемся и потребляем контент. Причем контент с голыми людьми нас прикалывает больше, чем контент с голыми формулами. К сожалению, это наши настройки по умолчанию. Весь этот бардак регулируется дофамином. Вещество, которое стимулирует нас на погоню за наградой. Каждый раз, когда вы скроллите ленту Instagram, вы получаете микродозинг дофамина. Каждый раз вы хотите увидеть что-то новенькое, а дофамин дает кайф предвкушения. Пальчик напрягается, картинка изменяется. Идеальная зависимость. Если подключить провода от пальчика напрямую в мозг, чтобы стимулировать дофамин,
то даже смена картинки не нужна. Человек, как та мышка, будет шевелить, шевелить и шевелить своим пальчиком, пока не умрет от жажды и истощения. Очень странная система. Почему она дает такие сбои? Потому что для выживания организма важна не только долгосрочная система мотивации, но и краткосрочная. Нужно нечто, что будет вас стимулировать делать правильные действия тут и сейчас, нужные для вашего выживания. Если вас мучает жажда или вы голодны, то что-то стимулирует вас искать воду или пищу. Если вы промахнулись на охоте, то что-то стимулирует вас продолжить попытки. Если вас не прикалывает картинка, то что-то стимулирует вас скроллить дальше. Это что-то и есть дофамин. Но эта система не дает постоянный кайф от достижения, потому что ее задача стимулировать стремление к награде, а не наслаждаться самой наградой. В тот момент, когда вы получаете желаемое, ваш уровень дофамина быстро падает. Стремление купить дорогую машину или iPhone доставляет больше удовольствия, чем само устройство. Предвкушение и ожидание тащат, а вот обладание снижает наш кайф. В этом есть эволюционная целесообразность. Мы должны быть недовольны своим текущим положением для того, чтобы стремиться и предвкушать новое. Кстати, вот все вот это нытье по поводу того, что вот сейчас плохо, а раньше было хорошо. Популярное такое психологическое искажение связано именно с этим. Потому что нет эволюционной целесообразности быть недовольным прошлым. Вы не можете на него повлиять, оно уже прошло. Но есть эволюционная целесообразность быть недовольным настоящим. Для того, чтобы вы к чему-то стремились, куда-то двигались. Мы должны предвкушать и стремиться к новому. Если вы регулярно получаете $100, то всплески дофамина будут минимальными. Это ваш базовый уровень. Но если в какой-то момент неожиданно вы получите $1000, то будет мощный временный всплеск, потому что награда больше, чем ожидали. И вы потом долго будете пытаться его повторить. На этом принципе работают все казино. Человек выигрывает раз, а потом много раз проигрывает в надежде снова выиграть. Однако, если эту $1000 начать вам выдавать регулярными платежами, то очень быстро ваш выросший уровень дофамина скорректируется и опустится до того уровня, который был раньше со $100. Потому что награда соответствует вашим ожиданиям. Предвкушение исчезнет, кайф пропадет. Дальше, чтобы кайфовать, нужно начинать какую-то свою собственную охоту, начать какой-то свой собственный проект, либо пойти в казино, либо начать скроллить инстаграмчик. Вы не сможете получить постоянное удовольствие с помощью дофамина. Сколько бы вы его ни получали, организм быстро привыкает, чувствительность рецепторов падает и удовольствие снижается. Причем, если вы не получаете ожидаемой порции дофамина, то вы испытываете сильное недовольство и раздражение. Если вдруг в какой-то момент вместо ожидаемой $1000 вам вдруг выдали 100, то вы будете очень недовольны. Ваш уровень дофамина упадет, а уровень кортизола вырастет. Это стресс. В такой момент вам захочется быстро поднять дофамин. Это можно легко сделать с помощью быстрых удовольствий, алкоголя, порно, вкусной еды или социальных сетей. Поздравляю! Только что дофаминовый голод моментально сформировал у вас вредную привычку. Очень сложно добровольно отказаться от потребления, потому что добровольный отказ от удовольствий противоречит тем базовым настройкам, которые в нас загружены по умолчанию. Если человек привык читать книги, то это более высокий уровень стимуляции дофамина, чем если сидеть и ничего не делать. Если после этого человек переходит к просмотру видеоконтента, то это еще более высокий уровень стимуляции. А если человек постоянно смотрит видео и параллельно скроллит социальные сети, то это еще более высокий уровень. Однако это не значит, что такой человек получает дофамина больше, чем остальные. Это значит, что для поддержания базового уровня такому человеку нужны более сильные стимуляции. Можно отказаться от просмотра социальных сетей и видосов, но тогда возникнет беспокойство и скука, дискомфорт. Современные люди настолько задрочили свою дофаминовую систему, что им приходится потреблять контент не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы избежать этого дискомфорта. Подобная система в наркологии называется абстинентный синдром. Негативная мотивация. Наркоман потребляет вещества не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы избежать ломки.
А теперь представьте, что продажа этой цифровой дури легальна, и все крупные интернет-корпорации занимаются этим ради денег. Социальные сети зарабатывают на нашем внимании. Чем больше людей в системе, тем дороже можно продать рекламу и получить больше денег. В этом плане мы не клиенты, мы товар. Социальные сети делают все, чтобы мы как можно больше времени тратили на потребление контента внутри площадки. Интерфейсы и яркие кнопки, оповещения и лайки, система рекомендаций и выдача. Самые богатые и самые умные люди планеты постоянно думают над тем, как увеличить нашу зависимость и потребление. Вырваться из этого сложно, но мы попробуем. Рекомендация номер 1. Самостоятельный контроль своего потребления. Каждый раз, когда вы просматриваете ленту, фид или сайт с автоматической системой рекомендаций, вы теряете контроль над тем контентом, который вы потребляете. Потому что система не заинтересована в том, чтобы вы потребляли сложный развивающий контент. Система заинтересована, чтобы вы потребляли тот контент, который больше всего отвлекает ваше внимание. Голые люди вместо голых формул. Поэтому отключите систему рекомендаций. Вместо главной страницы YouTube добавьте иконку страницы подписок. Так вы будете видеть не то, что вам рекомендуют, а то, на что подписались. Предпочитайте сети с подписками, а не с рекомендациями. Telegram лучше, чем Instagram. Удалите или спрячьте иконку приложения в дальний экран на своем смартфоне. Заходите в приложение только после того, как сформировали цель и ограничения по времени. Рекомендация номер 2. Сфокусируйтесь на творчестве и создании своего собственного контента вместо потребления чужого. Создание и потребление – это противоположные процессы. Первое вас развивает и повышает чувствительность к дофамину. Второе вас расслабляет и снижает чувствительность к дофамину. Рекомендация номер 3. Чтобы обнулить систему, откажитесь на время от стимуляции. Чтобы снизить дофаминовую зависимость и вернуть чувствительность к полезным вещам вроде чтения книг, либо занятия спортом, нужно пройти через скуку и беспокойство дофаминовой ломки. Вначале вам будет сложно, но если вы продержитесь, то система мотивации обнулится и вам станет интересно от полезных вещей. Чтобы легче пройти эту ломку, рекомендуется сменить обстановку, уехать в другой город, спортивный лагерь или к бабушке. Рекомендация номер 4. Раздельное потребление. Не перегружайте свою систему одновременными стимуляциями. Это снижает вашу толерантность к искушениям. Тренировку в тренажерном зале нежелательно мешать с кофе, заводной музыкой и телефоном. Скоро вы не сможете без этого тренироваться. Смотреть телевизор, листать Instagram и есть торт – тоже плохая идея. Разделяйте удовольствия, если хотите, чтобы они лучше работали. Рекомендация номер 5. Не празднуйте победу каждый раз, когда получили желаемое. Постоянная награда снизит ваш дофамин и мотивацию. Награда должна быть случайной. Несколько раз пропустил, потом случайно отпраздновал. Рекомендация номер 6. Фокусируйте свое внимание не на награде, а на боли и преодолении. Если вы научитесь кайфовать от преодоления, то вы будете получать долгосрочные результаты от серотонина, а не краткосрочные результаты от дофамина. Потому что достижение награды всегда снижает мотивацию, а кайф преодоления всегда ее увеличивает. Это главный секрет всех чемпионов. Они научились кайфовать от самих тренировок. Ребят, дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Как вообще вам вот эта вот визуализация нужна? Есть в ней смысл? А то, знаете, времени много тратится, мне нужно понять, делать ее дальше, не делать. Обратная связь, пацаны. Напишите, пожалуйста. Так, следующий сюжет на этом канале будет про креативность. Как активировать свой чертов режим гения и рождать суперкреативные идеи. Я вам дам схему, как стать креативным. Реальную рабочую схему. Вот. А для тех, кто хочет поработать над собой, у меня есть 2 бесплатные программы тренировок. Одна для тела Full Body 90, а другая для мозга Neuromax 90. Обе программы рассчитаны на 90 дней тренировок. Если вы хотите начать, но не знаете как, тогда милости прошу. Ссылки вот там вот внизу в описании. У меня на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Я желаю вам удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.